Привет, друзья! Сегодня в выпуске мы с вами вместе подробно разберем, что изменится в Германии в ближайшее время и каким реформам правительства Фридриха Мерца стоит присмотреться уже прямо сейчас. Сначала по-настоящему горячая тема, почему в Европе отменяют беспошлинные лимиты на посылки и какие интернет-заказы теперь придется платить налог на импорт в размере 19% и дополнительные сборы. Мы с вами посчитаем, насколько из-за этого могут подорожать обычные вещи из-за границы. Но это еще не все. Дальше вас ждет подробный разбор расчета пособия Bürgergeld на текущий год. Мы с вами разберем реальные примеры цен на аренду жилья по немецким городам до Вуперталя и выясним, как же одинокие граждане могут сегодня получать до 1345 евро в месяц благодаря выплатам в джоб-центре и дополнительному заработку. И еще одно изменение, о котором я коротко расскажу сегодня, это новый закон, который вводит дополнительные правила контроля маркировки продуктов в супермаркетах. Вы узнаете, как по-новому будут проверять надписи без лактозы и свежие на упаковках молока и почему требование к маркировке товаров станет более строгим. Будет максимально полезно, досмотрите до конца. Итак, друзья, многие из нас давно привыкли заказывать недорогие вещи на популярных зарубежных интернет-площадках. Это всегда казалось удобным и зачастую позволяло экономить деньги без лишних сложностей на границе. Однако уже с 1 июля текущего года для таких покупок начнут действовать новые правила. На всей территории Евросоюза вступает в силу новый регламент, согласно которому за почтовые отправления из третьих стран будут взиматься дополнительные сборы. Если, например, раньше многие недорогие посылки проходили таможенное оформление совершенно без пошлин, то теперь правила меняются, что способно повлиять на итоговую стоимость товаров для покупателей нас с вами в Германии. Давайте же разберем эту новую систему на конкретных цифрах, чтобы наглядно увидеть масштаб, друзья, изменений. До реформы посылки из стран, не входящих в состав Европейского Союза, стоимостью дешевле 150 евро освобождались, соответственно, от таможенных пошлин. Но с 1 июля этого года этот порог отменяется. Отныне за каждую посылку из-за рубежа будет взиматься фиксированный базовый сбор в размере 3 евро. И это только часть дополнительных расходов. К этой сумме также будут добавляться стандартный налог на импорт, который в Германии, напомню, составляет 19% от стоимости товара, либо 7% для льготной категории продуктов, печатных книг и журналов. Представьте, друзья, что вы заказываете обычную футболку на зарубежном сайте всего лишь за 8 евро. Раньше вы бы заплатили именно эту сумму, теперь к ней добавляется 3 евро, как я сказал, сбора и налог на импорт примерно в размере 1,5 евро, из-за чего ваша итоговая стоимость покупки может вырасти примерно до 12,5 евро. Получается, что дополнительные платежи способны увеличивать цену более чем на 50% по сравнению с первоначальной стоимостью товара. Для очень дешевых товаров и мелких покупок это может существенно снизить выгоду зарубежного заказа. В результате часть товаров из-за границы для жителей Германии может оказаться сопоставимой по цене или даже дороже аналогичных предложений здесь у местных продавцов. Брюссель идет на этот жесткий, скажем так, шаг и полностью отменяет многолетний беспошлинный лимит с одной конкретной целью – максимально поддержать местных европейских производителей, сделав рыночную конкуренцию более честной. А дело, друзья, в том, что немецкие торговые сети и локальные онлайн-магазины уже очень давно направляли обращения буквально в различные ведомства и указывали на то, что у них попросту не было равных условий с теми крупными азиатскими гигантами. Посудите сами. Абсолютно любой немецкий продавец обязан закладывать государственные налоги и сборы в цену каждой единичной покупки. В то же время условный какой-нибудь китайский ритейлер мог совершенно спокойно отправлять покупателю, например, в Мюнхен или в Берлин посылку стоимостью 80 евро, не заплатив при этом на границе абсолютно ни одного цента дополнительных пошлин.
Новое таможенное правило как раз и призвано исправить эту экономическую диспропорцию, выравнивая налоговую нагрузку на рынке. Вдобавок ко всему, крупнейшие азиатские дискаунтеры, которые вы знаете, вроде Temu, Shein, прямо сейчас, в текущем году, оказались под серьезным вниманием именно европейских регуляторов и по целому ряду других причин. Речь на самом деле идет о вопросах безопасности отдельных товаров, материалов в детских игрушках и отсутствии обязательной европейской маркировки качества на части электроники. На эти потенциальные риски для потребителей сейчас открыто обращает внимание Баварский центр консультирования потребителей. Именно потому, если вы вопреки новым пошлинам все равно решите заказывать какие-то вещи из стран, не входящих в состав Евросоюза, вам теперь необходимо особенно внимательно просчитывать, друзья, полную стоимость посылки еще до того, как вы нажмете кнопку оплаты. В частности, держите в уме обязательные 3 евро базового сбора, добавляйте к чеку, как я сказал, импортный налог в 19% и обязательно учитывайте возможные дополнительные расходы на обратную, да, друзья, на обратную пересылку, если вещь вам вдруг не подойдет и вы захотите от нее отказаться. Эксперты сегодня настоятельно рекомендуют заранее проверять условия и стоимость возврата бракованного или не подошедшего товара в третьи страны на сайтах дискаунтеров. Таким образом, сегодня при отказе от покупки международную пересылку в большинстве случаев, внимание, оплачивает сам покупатель, а это может обойтись еще в несколько десятков евро дополнительных расходов. И я хочу поднять сегодня еще одну очень важную социальную новость, которая прямо сейчас коснется бюджетов сотен тысяч жителей страны. Одинокие граждане Германии, которые находятся на государственном обеспечении и получают гражданское пособие Бюргергельд и имеют законное право увеличить свои итоговые ежемесячные выплаты до 1345 евро, если правильно учтут все предусмотренные законом статьи расходов. Сегодня, вы знаете, ведомство по трудоустройству Джоб-центр по-прежнему стабильно начисляет одиночкам стандартные 563 евро в месяц. Но здесь важно четко понимать, это всего лишь та базовая ставка. Если юридически грамотно прибавить сюда государственную оплату аренды жилья, коммунальные счета за отопление и другие возможные целевые надбавки, то общая сумма поддержки от государства может даже превысить 1000 евро в месяц. Примечательно, что в текущий период базовую ставку пособия чиновники не стали, кстати, повышать и не стали понижать. Еще в сентябре прошлого года, я напомню, 2025 года, федеральное правительство Мерца на официальном уровне приняло решение оставить этот показатель без изменений, поскольку по действующей формуле расчета оснований для повышения выплат не возникло именно из-за замедления инфляции. С другой стороны, снизить сумму ниже отметки 563 евро министерства также, друзья, не могут. Это ограничено действующими правилами защиты уже назначенных социальных выплат, я вам об этом рассказывал. Давайте детально разберем, на что именно по закону должны уходить эти базовые 563 евро, а какие счета ведомства обязаны закрывать поверх этой суммы. По официальным регламентам Министерства труда базовая выплата предназначена, друзья, исключительно на повседневные личные нужды человека. То есть покупку продуктов, питания, одежды, средств личной гигиены, мелкой бытовой техники, оплату домашнего электричества, а также на культуру, досуг, вроде походов, например, в кино, занятий спортом или посещения кружков, что, конечно же, в документах официально именуется социальным участием. А вот сама квартплата за жилье и расходы на отопление дома в эти деньги изначально не входят. Их Джоб-центр рассчитывает и оплачивает совершенно отдельно. Сколько же именно евро чиновники выделяют на ваше жилье, напрямую зависит именно от конкретного региона проживания, поскольку каждый отдельный муниципалитет в Германии самостоятельно сегодня устанавливает свои рамки того, какая именно стоимость аренды считается приемлемой
для местного рынка недвижимости. Например, в крупных мегаполисах и престижных регионах Германии коммунальная субсидия будет одной, а в небольших или экономически менее благополучных и индустриальных городах совершенно другой. И вот разница в итоговых суммах на аренду, которые ведомство готово перечислять арендодателям, получается очень существенной. Рыночные цены на съемное жилье по стране, вы знаете, различаются в разы, поэтому получатели пособия Bürgergeld в зависимости от их прописки ждут кардинально разные финансовые условия и лимиты со стороны инспекторов. Одно дело пытаться, например, уложиться в социальные нормы где-нибудь на юге Баварии, и совсем другое снимать уютную квартиру в Рурском регионе. Давайте детально все-таки сравним официальную среднюю стоимость съема жилья за 1 квадратный метр в разных уголках Германии, чтобы вы, друзья, наглядно увидели этот гигантский просто географический разрыв. На вершине этого ценового рейтинга прочно обосновался Мюнхен, где средняя ставка доходит до 23,56 евро за квадратный метр. Следом с небольшим отрывом идут Франкфурт на Майне с показателем 17,93 евро, живописный Фрайбург, где аренда обходится в 17,78 евро, и автомобильная столица Штутгарт со ставкой 16,70 евро за метр. Замыкает этот список самых дорогих мегаполисов портовый Гамбург, где арендодатели требуют в среднем по 16,29 евро за каждый квадратный метр жилой площади. А теперь давайте посмотрим, насколько резко меняются цены, как только мы отдаляемся от центральных экономических центров. В городе Мёрс ставка составляет всего лишь 9,45 евро. В Хильдельсхайме метр оценивается в 9,40 евро, а в Бохуме аренда находится на уровне 9,39 евро. Еще, друзья, дешевле жилье обходится в Вольсбурге, ровно 9,25 евро за квадратный метр. А самый доступный ценник среди крупных локаций фиксируется в Упертале, где средняя стоимость съема составляет скромные 9,14 евро. И здесь важнейший нюанс, о котором регулярно забывают сотни тысяч людей, касается способа подогрева воды в квартире. Если в вашем жилье горячая вода идет не из центральной городской теплосети, а греется автономно через электрический проточный водонагреватель или тот же кухонный бойлер, то вам по закону автоматически полагается внимание, специальная государственная надбавка за дополнительные расходы на электричество. То есть чиновники начисляют ее в размере 2,3% от базовой ставки пособия, что сегодня составляет те самые дополнительные 12,95 евро в месяц. Казалось бы, на первый взгляд это мелочь, но за год, посчитаете, набегает приличная сумма, которую ведомство обязано выплатить в установленном размере. Многие друзья ошибочно думают, что, находясь на обеспечении, абсолютно нет смысла официально подрабатывать, так как чиновники якобы соберут все до копейки. Но на самом деле я хочу вам сказать, это абсолютно не так. Я вам расскажу, если получатель помощи дополнительно устраивается на работу, Джоб-центр при перерасчете учитывает далеко не весь его заработок, поскольку в Германии действуют защищенные законом необлагаемые суммы. Давайте разберем конкретную и очень частую жизненную ситуацию с популярной подработкой, которую вы знаете, мини-джоб, с окладом ровно, например, 300 евро в месяц. Из этой зарплаты, из вашего итогового пособия Bürgergeld вычтут всего лишь 140 евро, да, друзья, а остальные 160 евро останутся у вас на руках сверх государственных выплат. Понятно? Таким образом, 100 евро составляет базовый вычет, который сохраняется по умолчанию, плюс государство оставляет вам еще 20% от оставшейся суммы заработка в диапазоне от 100 до 300 евро, что дает еще 60 евро дополнительного дохода. В итоге, если сложить базовую ставку, среднюю региональную квартплату и ту самую надбавку за бойлер в 12,95 евро,
общая стандартная выплата от ведомства до подработки составляла бы 1185 евро 95 центов. После перерасчета из-за вашей работы, о которой мы говорили только что на мини-джоб, прямая выплата от биржи труда снизится до 1045,95 евро. Но вместе с вашими полученной на руки зарплатой в 300 евро у человека в общей сложности окажется внушительная сумма 1345 евро 95 центов в месяц. Помимо этого, в некоторых особых случаях вы, друзья, можете легально получить от государства еще больше дополнительных выплат. На солидные надбавки имеют полное право беременные женщины, одинокие мамы и папы, воспитывающие детей в одиночку, а также люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, требующими специального лечебного питания. Единственное здесь условие: для получения этих доплат нужно обязательно принести своему инспектору официальные подтверждающие медицинские документы. И под занавес, друзья, этой темы важна политическая новость. Уже вот буквально с 1 июля этого года гражданское пособие власти планируют официально переименовать и вернуть ему прежнее название, то есть базовое обеспечение, которое по-немецки звучит Grundsicherung. И вот здесь мы с вами, друзья, подошли к очень важному моменту с изменениями, с которыми каждый из нас сталкивается буквально при обычном ежедневном походе в супермаркет, например, в Lidl, Aldi или Rewe. Итак, в Германии вводят новые правила маркировки популярных молочных продуктов, которые официально вступают в силу ровно 14 июня 2026 года. Раньше, вы знаете, покупая в магазине пакет молока или баночку йогурта с надписями там «без лактозы» или «свежий», люди были вынуждены ориентироваться на информацию производителей. Четких каких-либо прописанных в законе критериев для этих терминов в стране просто-напросто не существовало, да, друзья. Поэтому разные компании могли использовать такие обозначения по-разному. Теперь же ситуация меняется. Буквально вот через несколько дней в Германии полноценно вступает в силу новое постановление о качестве молочных продуктов. Этот масштабный документ, разработанный и выпущенный Министерством сельского хозяйства, объединяет сразу 4 прежних нормативных акта, отдельные регламенты о молоке, о молочных продуктах, о сыре и о сливочном масле в один такой единый свод правил. Вы должны знать, что отныне абсолютно все требования государства к химическому составу, правильной маркировке и стандартам качества молочной продукции собраны строго в этом одном месте, что намного, соответственно, упрощает применение законодательства для производителей и контролирующих органов. Давайте же с вами прямо сейчас детально разберем, что именно отныне будут означать эти привычные надписи на пачках и почему для людей с непереносимостью лактозы это нововведение является очень-очень важным. По новому закону фабрика имеет право написать на упаковке фразу «без лактозы» только в одном случае. Если лабораторные тесты подтвердят, что в готовом продукте содержится менее 0,1% грамма лактозы на каждое, соответственно, 100 граммов или 100 миллилитров продукта. Более того, эту точную цифру производители теперь обязаны указывать на упаковке. То есть раньше из-за отсутствия каких-либо единых нормативов людям с непереносимостью лактозы приходилось особенно внимательно изучать состав продукции перед покупкой. Что же касается слова «свежий» на витринах, то здесь изменения тоже окажутся весьма заметными. Раньше, вы тоже знаете, этот термин фактически не имел четкого нормативного определения, и производители могли использовать его абсолютно для разных категорий продукции. Новый же закон устанавливает конкретные критерии. Слово «свежий», «свежие» отныне разрешено применять исключительно к тем продуктам, которые не проходили интенсивную тепловую обработку и обладают ограниченным сроком хранения по сравнению с той длительно хранящейся продукцией. Профильные эксперты по питанию детально поясняют технологические рамки, в которых министерство отныне устанавливает требования для производителей. То есть
Обычное молоко, которое проходило термическую обработку, разрешат обозначать как свежее на витрине только при соблюдении двух условий. Во-первых, на всех этапах логистики оно должно храниться строго при температуре не выше 8 градусов тепла, а во-вторых, максимальный срок его реализации на полке супермаркета не может превышать 3 недели. Кроме того, такие привычные термины, как пастеризованное и высоконагретое, которые мы с вами видели, отныне привязаны к конкретным прописанным в законе способам производства и температурным режимам. Использовать их произвольно в маркетинговых целях теперь полностью запрещено, с предусмотренными штрафами за эти нарушения. Друзья, на этой ноте наш подробный аналитический выпуск на сегодня полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же, на нашем канале, со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах и ваших деньгах в Европе. Если вам искренне понравился сегодняшний разбор таможенных пошлин, пособий, бюргергельд и новых правил в супермаркетах, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.